Пациент Эдгар Холт, мужчина 41 года, содержится в закрытой психиатрической клинике строгого режима для лиц с тяжелыми психическими расстройствами и склонностью к насильственным преступлениям. Диагноз – параноидная шизофрения с манией преследования, осложненная патологическим страхом визуального контакта. Пациент проявляет выраженную чувствительность к взглядам окружающих, которые он интерпретирует как попытки вторгнуться в его сознание. Характерны бредовые идеи о том, что взгляды рвут его изнутри, оставляют следы на коже и крадут мысли. Эдгар Холт демонстрирует частую смену настроения, от мрачного отчаяния до вспышек агрессии, направленных на предметы или персонал. В момент приступов утверждает, что видит глаза, следящие за ним, которые, по его словам, могут проникать через стены и зеркала. Клиническое наблюдение показало, что его рассказы сопровождаются мимикой и жестами, указывающими на интенсивное переживание описываемых образов. Холт арестован как виновник серии убийств, совершенных с чрезвычайной жестокостью. В каждом случае жертвам выкалывали глаза, что сам пациент объясняет как необходимость закрыть их взгляды. 12 ноября 1985 года. Сегодня я провел первый сеанс с Эдгаром Холтом, пациентом, чьи преступления навсегда запечатлелись в полицейских архивах штата. Его имя в прессе звучало как синоним ужаса, олицетворение чистого зла. Он выкалывал людям глаза, не один, не два, а десятки глаз, принадлежащих самым разным людям – мужчинам, женщинам, подросткам. Почти каждый из них был одиноким прохожим, кто случайно оказался не в том месте и не в то время. Холт называл их избранными. Теперь он находится в нашей клинике, полностью изолирован под наблюдением круглосуточной охраны. Его камера представляет собой металлический бокс с маленьким матовым окном. Даже свет проникает туда приглушенным, и я до сих пор не уверен, это для его безопасности или для нашей. Когда двое санитаров ввели Холта в кабинет, в комнате, кажется, стало ощутимо холоднее. Они держали его за локти, словно он мог внезапно вырваться, хотя его тело выглядело истощенным. Лицо Холта отличалось каким-то странным сочетанием смирения и чего-то дремлющего, как будто за этой маской скрывалось нечто готовое выплеснуться наружу. Его взгляд... Нет, я не могу описать этот взгляд. Казалось, он смотрел на тебя и сквозь тебя одновременно, словно в твоей голове был запертый секрет, который он уже узнал. «Доктор Дженкинс», — произнес Холт, усаживаясь на стул, его голос был тихим и звучал так, словно он доносился из глубокой шахты. Я молча кивнул, пытаясь сохранить профессиональное выражение лица. Его взгляд буквально прожигал меня, заставляя почувствовать себя уязвимым. Я сразу отвел глаза к своему блокноту, чувствуя, как руки невольно сжались. «Вы пришли, чтобы смотреть? Как и все», — добавил он. Эта фраза заставила меня вздрогнуть. Его тон был таким будничным, будто он говорил о погоде. Я быстро записал в блокнот. Параноидальная реакция, сопровождаемая страхом визуального контакта. «Кто все, Эдгар?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. Он наклонил голову набок, будто обдумывал мой вопрос. «Все», — наконец ответил он, растягивая слово. «Вы, они, каждый, кто смотрел на меня. Каждый, кто продолжает смотреть. Вы знаете, доктор, что глаза не умирают?» Я невольно поднял взгляд. Его лицо оставалось почти бесстрастным, но в глубине глаз плясало нечто болезненное, нечто странное. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, стараясь придать голосу как можно более спокойный оттенок. «Глаза остаются», — сказал он, как будто объяснял прописную истину. «Даже когда человек уже не дышит. Они продолжают видеть. Вы не замечали? Даже в темноте ты их чувствуешь. Они смотрят, и это не прекращается». Я записал «Фиксация на концепции взгляда как источника постоянной угрозы. Идея о том, что глаза сохраняют активность после смерти». «Они причиняют вам боль, Эдгар?» — уточнил я. Он усмехнулся, причем его улыбка была настолько натянутой, что напомнила мне гримасу трупа. «Они крадут, доктор». «Что именно?» — спросил я, стараясь не показать своего беспокойства. «Все, что у меня есть», — его голос стал ниже, почти шепотом. «Мысли, душу, они оставляют тебя пустым, как скорлупу, а когда ты пустой, ты больше не человек».
Я сделал очередную запись. Бредовые идеи становились все более причудливыми, но структура его речи была пугающе ясной. Этот человек не был в состоянии типичного шизофренического распада. Его разум, несмотря на патологии, работал. «Эдгар, расскажите мне о людях, которых вы ранили. Почему вы это сделали?» Он замер, его улыбка исчезла. Некоторое время он молчал, а затем медленно наклонился вперед. «Вы не поймете, доктор, пока не почувствуете сами, когда они смотрят на вас, когда их глаза прожигают вашу кожу, разрывают ваше сознание на кусочки, вы будете умолять их закрыться». Я замер, ощутив, как дыхание стало тяжелее. Его слова проникали в сознание, словно занозы. Вы не представляете, что это такое — видеть их взгляд везде. На стенах, в зеркалах, в своих собственных снах. Они всегда там, даже когда я их... Он сделал паузу, подбирая слово «выключаю». «Выключаете?» — уточнил я. «Да, это единственный способ. Они должны перестать видеть. Должны перестать следить. Когда глаз нет, они больше ничего не могут сделать. Вы не смотрите на меня так, доктор. Я знаю, о чем вы думаете». «О чем же?» Он улыбнулся, его зубы блеснули в тусклом свете лампы. «Вы боитесь, что я прав». Сеанс закончился спустя 45 минут, но его слова, словно живая тень, преследовали меня. Я закрыл кабинет, вернулся домой и долго сидел, не включая свет. Почему-то мне казалось, что темнота безопаснее. Но когда я лег спать, я был уверен, что не один в комнате. Казалось, что в углу спальни, в самом темном углу, что-то наблюдает, как отблеск света на стекле, как глаз, который я не могу видеть, но который видит меня. 18 ноября 1985 года. Сегодня Холт заговорил. Не просто ответил на мои вопросы, а по-настоящему раскрыл свои мысли, погрузив меня в такой мрак, что я до сих пор не могу прийти в себя. Эти 45 минут я провел, словно на границе между реальностью и кошмаром. Когда Холта ввели в кабинет, я сразу заметил изменения в его поведении. Он выглядел более собранным, взгляд стал тяжелее, но в то же время спокойным, почти ленивым. Словно он знал, что время на его стороне. Санитары, как обычно, усадили его, но я увидел, как один из них нервно передернул плечом, будто ощущал что-то неприятное. «Сегодня я расскажу вам, как все началось, доктор», — внезапно сказал Холт, прерывая привычное молчание. Я поднял голову от блокнота. Его лицо не выражало эмоций, но голос... В его голосе была странная тяжесть, словно каждое слово тянуло меня вниз. «Хорошо, Эдгар», — ответил я, стараясь сохранять нейтралитет. «Расскажите». Он наклонился вперед, сцепив пальцы, и медленно заговорил, как будто выдыхая свои воспоминания. Это было ночью, самая черная ночь, какую я только видел. Я возвращался домой, через пустые улицы. Знаете, доктор, когда город засыпает, он становится другим. В нем больше нет людей, но что-то остается, что-то смотрит. Его глаза затуманились, как будто он вновь оказался в том месте. Я шел мимо закусочной, витрина была разбита. На полу лежало стекло, и свет фонаря отражался в осколках. Я остановился, потому что подумал, что там кто-то есть. Внутри было темно, но я видел глаза. Они смотрели на меня из глубины. Сначала я подумал, что это кошка, но нет. Они были больше, чем глаза животного или человека. И они не моргали. Я почувствовал, как на моей коже поднялись мурашки. Его голос становился все более гипнотическим. Они звали меня. Без слов, но я слышал их. Они хотели, чтобы я подошел. Я не хотел, доктор. Но я пошел. «Почему?» — спросил я, не отрывая взгляда от его лица. «Потому что ты не можешь не идти, когда они зовут», — ответил он с холодной уверенностью. Они заглянули внутрь меня. Я не знаю, что я видел, но это было больно. Вы когда-нибудь чувствовали боль от взгляда? Это похоже на иглы, вонзающиеся в мозг. Ты не можешь закрыться, ты ничего не можешь сделать. «Это были люди?» — спросил я, не в силах сдержать дрожь в голосе. «Нет», — прошептал он. «Люди не видят так. Люди не могут забрать тебя взглядом». Я сделал глубокий вдох и записал несколько слов, чтобы не смотреть на него. «После этого я начал видеть их повсюду», — продолжил он, не отрывая взгляда от пустой стены. В витринах магазинов,
В зеркалах, в окнах домов. Они наблюдали, и мне казалось, что я больше не принадлежу себе. Их глаза были повсюду, даже когда я закрывал свои. И поэтому вы стали... Я замялся, подбирая слова. «Освобождать их», — закончил он за меня. «Да, это единственный способ остановить их. Ты должен забрать глаза, чтобы они больше не видели». Его голос стал ниже, почти шепотом, отчего в комнате стало еще холоднее. Первая женщина была случайной. Я не выбирал ее. Она просто смотрела на меня слишком долго. Ее взгляд выжигал меня. Это была боль, которую вы не можете понять. Я остановил ее. Когда я выколол ей глаза, все прекратилось. Она больше не могла смотреть. Моя рука застыла над блокнотом. Я осознал, что больше не записываю. Его слова звучали как проклятие, как исповедь, от которой невозможно отвернуться. Но они не ушли, они просто стали злее. Каждая пара глаз, которую я забирал, делала их сильнее. Теперь они смотрят даже во сне, даже здесь. Он резко обернулся к зеркалу наблюдения, за которым, я знал, сидел охранник. «Они здесь, доктор, прямо сейчас. Вы их не видите?» Я невольно обернулся, хотя знал, что там ничего не может быть. Но когда я посмотрел на зеркало, мне показалось, что в его глубине что-то движется. Отблеск, искаженное лицо или, возможно, просто мое отражение, но я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. «В следующий раз они придут за вами, доктор», — произнес Холт с такой спокойной уверенностью, что я впервые ощутил, как страх проникает глубже разума. Сеанс закончился, но его голос преследовал меня даже в коридорах клиники. Когда я вышел на улицу, мне показалось, что за мной наблюдают. Уличные фонари освещали пустую парковку, но в каждой тени я видел то, о чем говорил Холт. Взгляды. Не глаза, а именно взгляды, которые прожигали меня, даже если я не мог их увидеть. 25 ноября 1985 года. Я уже не могу назвать себя нейтральным наблюдателем. Холт, этот человек, или скорее его тень, стал не просто пациентом. Его слова, образы, которые он вкладывает в мои мысли, словно ядом растекаются по сознанию. Сегодняшняя сессия превзошла все предыдущие по уровню безумия, и что хуже всего, я больше не могу понять, где заканчивается его безумие и начинается мое. Холта привели в кабинет в привычное время. Он выглядел спокойным, даже немного расслабленным, словно полностью контролировал ситуацию. Я записал в блокнот, что его поведение отличается стабильностью, несмотря на глубину патологии. Но что меня сразу насторожило – его взгляд. Он был пустым, но одновременно цепляющим, как будто даже в своей безучастности он изучал меня. «Сегодня мы поговорим о том, что вы видели, Эдгар», – начал я, стараясь сохранить твердость в голосе. Он молча улыбнулся. Эта улыбка, медленная и натянутая, заставила мой желудок сжаться. «А вы что видели, доктор?» — спросил он, опуская голову на бок, будто всматривался в меня, словно в стеклянную поверхность. «Я думаю, вы уже начали замечать их». Моя рука замерла на блокноте. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, пытаясь не выдать тревогу. «Глаза, доктор. Они уже здесь». Его голос звучал тихо, но в нем была уверенность, которую невозможно было игнорировать. «Расскажите, где вы их видите», — предложил я, делая вид, что все под контролем. Он немного наклонился вперед, словно боялся, что кто-то может его подслушать. Они не всегда показываются сразу. Сначала это просто отблеск, маленькое пятно света там, где его быть не должно. Но потом ты начинаешь замечать больше. Они мелькают в зеркалах, скользят по стенам, отражаются в окнах. Ты смотришь, и тебе кажется, что это игра света. Но нет, доктор. Это они. Он говорил почти шепотом, но каждое его слово казалось гвоздем, забиваемым мне в голову. Сейчас они еще не хотят, чтобы ты знал, что их видишь. Им это не нужно. Они просто ждут. «Ждут чего?» – спросил я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Ждут, пока ты сделаешь первый шаг. Пока ты дашь им силу». Он выпрямился и сцепил пальцы на коленях. Его лицо было спокойным, но в этом спокойствии был какой-то ужасный, нечеловеческий оттенок. «Вы знаете, доктор, как они начинают шептать?» Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Нет, расскажите». Сначала это просто звук, похожий на ветер или скрип старого дерева.
Ты не понимаешь, что это такое, но чувствуешь, что что-то не так. Потом звук становится ближе, и ты слышишь слова. Какие слова? Он наклонился ближе, и его лицо оказалось так близко, что я почувствовал его холодное дыхание. Они говорят: «Посмотри на нас». Я не заметил, как моя рука упала с блокнота. Я был парализован этим моментом, этим взглядом, этим шепотом. «И вы смотрите?» – выдавил я, пытаясь вернуть себе контроль. Он усмехнулся и откинулся на спинку стула. «Нет, доктор, если ты посмотришь, ты станешь их игрушкой». Эти слова прозвучали как приговор, как будто он знал, что я уже сделал этот шаг. Сеанс продолжался еще 20 минут, но все, что он говорил, смешивалось в моей голове в какофонию ужасных образов. Он описывал глаза, которые наблюдают из пустоты. Глаза, которые никогда не закрываются. Глаза, которые видят тебя даже тогда, когда ты отворачиваешься. Когда я вернулся в свой кабинет и посмотрел в окно, мне показалось, что я увидел что-то в отражении. Что-то, что исчезло, стоило мне моргнуть. Я больше не могу не думать о них. Они повсюду. 2 декабря 1985 года. Сегодняшний сеанс с Холтом открыл дверь, которую я, возможно, больше никогда не смогу закрыть. Я пришел на встречу с мыслями о том, что контролирую ситуацию, но ушел, ощущая себя словно на краю пропасти, из которой невозможно выбраться. Санитары привели Холта с задержкой, объяснив это его необычным состоянием. Когда он вошел в кабинет, я сразу понял, что что-то изменилось. Его лицо было бледным, взгляд еще более мрачным, но что меня поразило больше всего – легкая, почти незаметная улыбка, которая не покидала его губ. Он выглядел как человек, который уже знает, чем закончится наша встреча. Я начал с формального вопроса. «Как вы чувствуете себя сегодня, Эдгар?» Он ответил почти сразу, голосом, в котором чувствовалось странное облегчение. «Сегодня они пришли ближе?» Эти слова заставили меня замереть. Кто пришел ближе? Глаза, доктор. Они больше не прячутся. Я видел их всю ночь. Они смотрели со стены, а потом начали двигаться. Вы когда-нибудь видели, как глаза движутся сами по себе? Нет, Эдгар. Опишите, как это выглядит. Сначала тень, маленькое пятно в углу, потом тень растет, и ты видишь их очертания. Ты думаешь, что это иллюзия, но когда ты моргаешь, они остаются на месте. А потом они начинают двигаться, как пауки. Медленно ползут к тебе. Я почувствовал, как холод пробежал по всему телу. Он говорил так, будто описывал реальный, осязаемый опыт. «Они приближались к вам?» – спросил я, с трудом скрывая дрожь в голосе. «Да». Они добрались до моей койки. Я чувствовал, как они смотрят на меня. Сотни глаз, доктор. Они окружили меня и шептали. Что они говорили? Он поднял глаза, и в них светилось что-то почти торжественное. Они сказали: «Ты должен привести нас». Я записал это, пытаясь игнорировать нарастающее чувство страха. «Привести куда, Эдгар?» Он наклонился ближе, и его лицо оказалось на пугающе близком расстоянии. «В ваш мир, доктор». Эти слова прозвучали как приговор. Моя рука застыла над блокнотом, и в комнате повисла тяжелая тишина. «Вы верите, что они хотят выйти?» – спросил я, с трудом скрывая растущую панику. «Они уже выходят», – спокойно ответил Холт. «Каждый раз, когда кто-то смотрит на них, они становятся сильнее. Когда вы видите их, вы становитесь их дверью». «Дверью?» «Да, они проникают через вас. Вы открываете им путь, даже не понимая этого». Он внезапно замолчал, глядя куда-то мне за спину. «Они уже здесь», – прошептал он. Я невольно обернулся, чувствуя, как внутри все сжимается от страха. Но за моей спиной ничего не было, только пустая стена и зеркало наблюдения. «Вы их не видите, но они видят вас», — продолжил Холт. «Они видят всех нас». Он снова откинулся на спинку стула, будто закончив монолог. Его лицо стало пустым, как у марионетки, которую оставили без движения. После окончания сеанса я остался в кабинете дольше обычного. Я чувствовал, как что-то изменилось в воздухе, словно сама реальность стала более хрупкой. Когда я посмотрел на свое отражение в зеркале напротив стола, мне показалось, что мои собственные глаза смотрят на меня чуть дольше, чем должны были.
Я выбежал из клиники и направился домой, но даже там не чувствовал себя в безопасности. В каждом темном углу, в каждом отражении мне казалось, что кто-то наблюдает. Я не могу избавиться от мысли, что Холт был прав, что глаза уже здесь, что они вышли. 10 декабря 1985 года. Я должен был прекратить наши сеансы еще неделю назад. Но словно одержимый, я продолжал приходить к Холту, все глубже погружаясь в его мрак. Его рассказы, его взгляд — все это вытягивало из меня силы, оставляя пустоту. Сегодня все закончилось. Закончилось так, что я не могу этого забыть, даже если очень постараюсь. Когда я вошел в кабинет, Холта не было. Вместо него меня встретил заведующий клиникой и двое санитаров. Они выглядели обеспокоенными, переглядывались, словно не знали, как начать разговор. «Доктор Дженкинс», — начал заведующий, потирая переносицу, — «у нас чрезвычайное происшествие. Холт, он требует встречи с вами. Он не говорит, просто повторяет ваше имя. Мы не знаем, что происходит, но он выглядит странно». Санитары подтвердили, что Холт не спал всю ночь, сидел на кровати, не двигаясь, и все время тихо улыбался. Они сказали, что он выглядел так, будто знал, что сегодня что-то случится. Внутри меня разгоралось ощущение неминуемого кошмара. Меня провели к его камере. Дверь открыли медленно, будто боялись, что Холт рванется наружу. Но он сидел на полу, сложив руки на коленях. Санитары ввели меня внутрь, и я заметил, что его глаза, они были иными, пустыми. Не в смысле отсутствия души, как говорят про психопатов, а буквально это были глаза человека, который уже смотрит в другое измерение. «Эдгар», — начал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, — «почему вы позвали меня?» Он медленно поднял голову и улыбнулся. Это была не обычная улыбка, а нечто ужасающее в своей неподвижности. «Я хотел, чтобы вы были здесь», — произнес он так тихо, что мне пришлось наклониться ближе. «Для чего?» «Чтобы увидеть». С этими словами он поднял руки и провел пальцами по своим векам, словно проверяя их текстуру. Я заметил, что его ногти были обломаны, а кожа вокруг глаз покраснела, как будто он долго тер их. «Они уже здесь, доктор», — сказал он, глядя прямо в мои глаза. «Они теперь везде». Я почувствовал, как внутри все оборвалось. «Эдгар, успокойтесь, вам не нужно ничего делать». Но он, будто не слыша, продолжал. «Они больше не видят меня, доктор. Теперь они видят вас». Санитары, до этого молчавшие, шагнули ближе, чтобы зафиксировать его, но Холт вдруг вырвался, невероятно быстро наклонился вперед и ударил головой об пол. Удар был страшным, кровь брызнула из рассеченного лба, но он не закричал, только засмеялся низким хриплым смехом, который больше походил на гул ветра в пустых комнатах. «Уберите его!» — закричал я, но было поздно. Холт резким движением поднял руки к глазам. Пальцы вонзились в собственные глазницы с такой силой, что я услышал отвратительный хруст. Его тело дернулось, кровь потекла по щекам, но он продолжал давить, все глубже и глубже. Санитары бросились к нему, но не успели. Через несколько секунд он упал на спину, тяжело дыша, с кровавыми ручьями, стекающими по лицу. «Они больше не найдут меня», — прохрипел он, уставившись в потолок окровавленными пустыми глазницами. Я вцепился в дверь камеры, чувствуя, как меня накрывает паника. Холт больше не кричал, не сопротивлялся. Он просто лежал и улыбался. Эта улыбка, полная какой-то чудовищной удовлетворенности, будет преследовать меня до конца жизни. Я вышел из клиники спустя 2 часа, оставив отчет незавершенным. На улице было темно, и я невольно посмотрел в отражение на стекле своего автомобиля. На мгновение мне показалось, что за моей спиной мелькнули чьи-то глаза, но когда я обернулся, там была только пустота.